Эти кадры Афра Сарачоглу предпочла бы никогда не увидеть в сети. Поздний вечер, район Арнаутки. Рядом мужчина, чье имя уже несколько месяцев шепотом передают турецкие таблоиды. И рука, которой актриса закрывает лицо, как только вспыхивают камеры. Что она скрывает на самом деле? Ответ окажется куда интереснее самих фотографий, и я покажу вам деталь, которую пропустили почти все. Но это только начало. В далеком городе готовится появление человека, о котором Алия молчала все эти годы. Мужчина из ее прошлой жизни, владелец ресторана в Будапеште, знающий о героине то, чего не знает даже Джихан. Почему она никогда о нем не рассказывала и какую часть своей жизни оставила в другом городе. Когда вы поймете, что на самом деле стоит за этим персонажем, вы посмотрите на любимую пару совсем другими глазами. А пока одни возвращаются из прошлого, другие сбегают, не дожидаясь будущего. Эмре Бей покинул сериал буквально за шаг до старта съемок, и причина, по кулуарной информации, кроется в обещаниях, которые так и не были выполнены. Кто занял его место и почему эта замена может изменить весь проект, расскажу в середине выпуска. Еще вас ждут. Актер, вернувшийся из армии, настолько изменившимся, что его не сразу узнали поклонники. Дата возвращения клюквенного щербета и новый человек, способный перевернуть баланс сил, сериал, из которого на время исчезнет один из главных героев, и загадка партнерши Угара Гюнеша, которую сейчас обсуждает вся индустрия. 8 новостей, и в каждой есть то, о чем молчат красивые заголовки. Самое неожиданное я оставил ближе к финалу, поэтому устраивайтесь удобнее. Начинаем. У прошлого есть неприятная привычка возвращаться именно тогда, когда человек наконец поверил, что все тяжелое осталось позади. В новом сезоне «Далекого города» Алия, судя по всему, столкнется не с очередным врагом семьи Альбора, а с мужчиной, который знал ее задолго до Медьята. По предварительной информации турецкой прессы, в сюжет войдет Энвер, бывший возлюбленный героини. Он живет в Будапеште и владеет рестораном. Сразу зафиксируем статус этой новости, потому что мы с вами работаем только с проверенными формулировками. Актер на роль не выбран, кастинг продолжается. Любое имя, которое вы сейчас встретите в социальных сетях, рядом со словом «Энвер», это догадка поклонников, а не решение создателей. Подтверждено одно – продюсеры ищут мужчину, способного выдержать противостояние с Джиханом Альборой. Скажу честно, меня эта новость зацепила вовсе не любовным треугольником. Подобных треугольников турецкое телевидение выпустило столько, что ими можно вымостить дорогу от Мардина до Стамбула. Настоящий вопрос звучит иначе. Кем была Алия рядом с этим человеком? Зрители знают ее как женщину, которая приехала в чужой край после тяжелой потери и оказалась внутри семьи с жесткими правилами, скрытыми конфликтами и собственной системой власти. Она защищала ребенка, спорила с Джиханом, училась жить там, где одно неверное решение задевает сразу несколько семей. Энвер помнит другую Алью, ту, что существовала до Альборы, до Медьята, до всех событий, которые перекроили ее характер. Возможно, рядом с ним она была свободнее. Возможно, наоборот, переживала период, о котором решила молчать. Человек из прежней жизни – идеальный инструмент для сценариста. Ему не нужны долгие воспоминания и закадровые объяснения. Достаточно одного привычного обращения, одного взгляда, и зритель понимает, у героини была целая жизнь, в которую не пускали даже самых близких. Теперь представьте первую встречу. Алия видит человека, которого считала частью давно закрытой истории. Энвер смотрит на нее и понимает, как сильно она изменилась. А рядом стоит Джихан и впервые осознает, перед ним не случайный знакомый. Между этими двумя есть прошлое, куда его никогда не приглашали. Такая сцена бьет сильнее любой громкой ссоры. Ревность Джихана почти неизбежна, но превращать его в мужчину, который вспыхивает при виде каждого незнакомца, было бы дешево. Джихан интересен именно сдержанностью. В его мире открытая слабость дорого стоит. Гораздо убедительнее наблюдать, как он держит лицо
и медленно осознает, Энвер владеет тем, чего у него нет. Он знает, о чем Али мечтала много лет назад. Помнит ее друзей, ее решения, ее планы. Мужчину редко тревожит само прошлое женщины. По-настоящему задевает ощущение, что другой человек знает ее глубже. При этом называть Энвера новым возлюбленным Али преждевременно, пока нет ни одного подтверждения, что он возвращается ради чувств. Он может появиться по деловым причинам, из-за семейного вопроса, из-за обстоятельств, никак не связанных с романтикой. Сценаристы наверняка используют напряжение между героями, но по фактам он пока только человек из ее прошлого и не более. Будапешт в этой истории – деталь не случайная. Новый герой существует вне мира Альбора, без земельных споров, без местной иерархии, без старых долгов и согласований каждого шага. Он воплощение другой жизни, которую Алия могла бы прожить, сложись ее судьба иначе. И вот это для Джихана по-настоящему опасно. С соперником, похожим на себя, он умеет бороться, спорить, давить, доказывать силу. А как бороться с дорогой назад? Поэтому вопрос сезона не в том, кого из двух мужчин выберет Алия. Вопрос в том, какую жизнь выбрала бы она сама, получив настоящую свободу. Возвращение бывшего человека часто пробуждает не любовь, а память о прежней версии самого себя. Иногда мы скучаем не по человеку, мы скучаем по себе рядом с ним. И если сценаристы пойдут этой дорогой, сезон получит серьезный внутренний конфликт, а не дежурную историю ревности. Многое решит кастинг. Энвер должен убедительно смотреться рядом с Синим Унсал и Озджаном Денизом. Слишком молодой актер разрушит ощущение общего прошлого. Слишком мягкий потеряется рядом с Джиханом. Чрезмерно агрессивный мгновенно превратится в дежурного злодея и убьет всю тонкость. Нужен человек с внутренним спокойствием, тот, кто входит в комнату без охраны и угрожающих взглядов, но Али узнает его и на несколько секунд перестает быть собой нынешней. Вот тогда сцена сработает. Главный риск для сериала – использовать Энвера как временный раздражитель. Появился, Джихан поревновал. Несколько серий все промолчали. Угрозы не оказалось. Такой поворот даст короткий всплеск и быстро забудется. Намного сильнее, если Энвер привезет с собой решение, которое Али когда-то приняла и теперь обязана объяснить. Тогда его появление заденет не только романтическую линию, но и ребенка, семью Альбора и, главное, доверие Джихана к женщине, которую он, возможно, до сих пор знает не полностью. Ждете ли вы Энвера? Способен ли он изменить чувства Альи или наоборот, окончательно подтолкнет ее к Джихану? И какого актера вы видите в этой роли? Напишите в комментариях. Мне действительно интересно сравнить наши списки, пока создатели молчат. Но пока кастинг далекого города продолжается, и мы гадаем на будущее, в жизни другой звезды камеры уже сделали свою работу. Афру Сарачоглу снова сняли рядом с одним и тем же мужчиной, и на этот раз спрятаться от вопросов оказалось почти невозможно. Поздний вечер, район Арнавутки. Афра Сарачоглу возвращается домой не одна. Рядом с ней Пойрос Йосмаоглу. Мужчина провожает актрису к дому. У подъезда появляется камера. Афра закрывает лицо рукой и не отвечает на вопросы. Вся сцена длится меньше минуты. Но этой минуты хватило, чтобы турецкие таблоиды заговорили в полный голос. Давайте разберем эту историю как расследование и отделим кадр от вывода. Кадр показывает, эти двое снова были рядом, и это уже не первая их совместная фиксация. А вот вывода в кадре нет, прямого подтверждения отношений не существует, сама актриса не произнесла ни слова. Поэтому единственная честная формулировка звучит так: их снова заметили вместе, и слухи заметно усилились, ни больше и не меньше. Папарацци логика устроена иначе. Закрыла лицо, значит скрывает. Не ответила, значит все правда. Улыбнулась, счастливо, нахмурилась, поссорились. Любое движение мгновенно превращается в готовый заголовок, хотя реальное объяснение может быть до обидного простым.
Человек не хочет, чтобы его снимали у собственного дома. Скажите честно, как повели бы себя вы, если бы поздним вечером у подъезда вас встретили незнакомые люди с камерами и вопросами о ваших чувствах? Даже самый открытый человек вряд ли согласился бы на пресс-конференцию в такой момент. После зимородка Афра живет под особенно плотным наблюдением. Интерес давно вышел за пределы ее ролей. Обсуждают одежду, отпуск, друзей, выражение лица на случайном видео и каждого мужчину, оказавшегося рядом. В какой-то момент актриса перестает быть человеком и превращается в сериал, который публика требует продолжать без перерывов между сезонами. Личная жизнь в таком режиме – ловушка без хорошего выхода. Подтвердишь отношения, завтра начнут искать признаки свадьбы, расставания или семейного конфликта. Промолчишь, каждое новое появление объявят тайным. Попробуешь спокойно выйти из машины, уже готов заголовок о том, что тебя застали врасплох. Обратите внимание на деталь, которую многие пропустили. Афра не устроила сцену, не спорила с журналистами, не сказала ничего резкого. Она просто дала понять, что говорить не будет. Это не подтверждает роман, это показывает стратегию, граница между работой и личным, которую актриса защищает уже давно. И, судя по всему, защищать намерена дальше. Есть и еще один слой. Пайрас не актер из привычного экранного круга Афра, и именно поэтому интерес оказался таким острым. Роман двух артистов публика принимает легко. Их уже видели вместе в красивой обертке. Когда рядом появляется человек из другого мира, начинается настоящий допрос. Кто он и почему именно он? Мне такая логика всегда казалась забавной, будто известная женщина обязана выбирать партнера открытым кастингом, а поклонники получают право голоса. Теперь о профессиональной стороне, потому что и здесь Афра держит публику в режиме ожидания. Зрители давно ждут цифровой сериал «Пера», где ее партнером стал Фуркан Андыч. Проект связывают с Disney+, но точную дату премьеры до сих пор публично не назвали. И вот тут начинается знакомый цикл. Сначала люди ждут спокойно, потом строят версии, потом подозревают проблемы даже там, где их может не быть. Платформы нередко придерживают готовые проекты до выгодного момента. Отсутствие даты – это не отмена, это просто отсутствие даты. Параллельно всплывал слух о возможном участии Афры в разведке. Фиксируем статус. Имя актрисы мелькало среди кандидаток, надежного официального подтверждения нет. Строить на этом отдельную новость пока бессмысленно. Имя популярной звезды легко прикрепить к любому проекту, где ищут главную героиню, и публикация соберет внимание, даже если переговоров не было вовсе. Моя позиция простая. Я хотел бы увидеть Афру не в роли усиления чужого долгоиграющего сериала, а в новой истории, построенной вокруг ее героини, там, где зритель не будет каждые 5 минут сравнивать нового партнера с предыдущим и требовать повторения старой химии. Пера может стать именно таким шагом, если платформа наконец объявит дату. Пока же обе линии жизни Афры, личная и профессиональная, развиваются в одном режиме. Публика требует ответов, актриса не торопится их давать. Возможно, это самая разумная стратегия из возможных. Когда вокруг слишком много шума, иногда лучше ничего не доказывать и позволить времени самому расставить все по местам. А вот у следующей героини нашего выпуска ситуация противоположная. Ее новый экранный союз уже подтвержден официально. Sıla Türkoğlu получила партнера, которого мало кто ожидал увидеть рядом с ней. И проект, в котором они встретятся, необычен даже по меркам турецкой индустрии. Потому что третьим главным героем там станет сама Турция. 24 июля появилась новость, которая звучит буднично, а на деле открывает очень любопытный эксперимент. Sıla Türkoğlu и Serkan Çayoglu получили главные роли в новом мини-сериале проекта Go Turkey. Производством занимается Süreç Film. История создается при поддержке турецкого агентства по продвижению и развитию туризма. Режиссером назван Юнус Озан Каркут.
На бумаге идея выглядит почти беспроигрышно. Берем двух популярных актеров, добавляем города, историю, кухню, дороги и узнаваемую атмосферу. Получаем проект, который одновременно рассказывает историю и продает страну международной аудитории. Турция давно поняла силу своих сериалов. Люди приезжают не только ради моря, они хотят пройти по улицам из любимой мелодрамы, увидеть Стамбул глазами героев, добраться до мест, о которых узнали благодаря актерам. Сериал в этом смысле работает сильнее любого рекламного ролика. Он связывает место с эмоцией. Выбор пары здесь очень расчетливый, и это комплимент, а не упрек. Sıla Türkoğlu – одна из самых обсуждаемых молодых актрис с активной международной аудиторией, которая следит за каждым ее шагом. Серкан Çayоğlu – другое поколение зрительской любви, романтические, драматические и исторические проекты, спокойная экранная уверенность. Вместе они закрывают сразу несколько аудиторий, а интерес рождается не из похожести, а из столкновения энергий. У нее резкая и молодая, у него сдержанная и взрослая. Большой вопрос. Кем они будут внутри истории? Если герои просто познакомятся в поездке, поссорятся у первой достопримечательности, влюбятся у второй и признаются в чувствах на фоне заката у третьей, получится красивая, но предсказуемая открытка. Туристический проект нуждается в сценарии даже больше обычного. Зритель заранее знает, что ему хотят показать страну, значит, реклама не должна выпирать из каждой сцены. Представьте диалог, в котором герои внезапно начинают пересказывать путеводитель, а камера долго показывает фасады и сувениры, пока сюжет терпеливо ждет в стороне. Красиво? Да. Живо? Нет. Гораздо сильнее, когда место влияет на происходящее. Один город напоминает герою о семье, другой становится точкой важного решения. Дорога вынуждает разговаривать, незнакомая традиция вскрывает различия между людьми. Тогда путешествие перестает быть фоном. По имеющейся информации, среди локаций рассматриваются Анкара, Конья и Афьон. И это интересный выбор, потому что создатели не пошли по привычному морскому маршруту. Анкара может дать современную городскую линию и строгую атмосферу. Конья – историю, духовную культуру, архитектуру. Афьон – термальные места и совершенно другой визуальный ритм. Если эти города покажут честно, без глянцевого однообразия, международный зритель увидит Турцию шире стандартного набора из Босфора, пляжей и воздушных шаров. Как мужчина скажу прямо, туристическая романтика работает только тогда, когда герои не ведут себя как люди из рекламного каталога. Им нужно уставать в дороге, спорить о маршруте, ошибаться, попадать под дождь и временами честно раздражать друг друга. Идеальное путешествие быстро надоедает, непредсказуемое запоминается. Sıla и Серкан могут отлично сыграть такую динамику. Она – человек, привыкший решать быстро. Он – мужчина, предпочитающий план и контроль. Один хочет свернуть с дороги, другой напоминает о расписании. И где-то в середине пути оба понимают, что настоящая причина их конфликта вовсе не в маршруте. Подчеркну, это мое предположение о возможном направлении, а не раскрытый сюжет. Детали создатели пока держат в секрете. Поклонники наверняка начнут оценивать химию пары еще до первого тизера. Так происходит всегда. Достаточно поставить рядом две фотографии, и публика уже спорит. Я бы подождал живых сцен. Фотографии показывают лица. Химия появляется в паузах, взглядах, темпе диалога и способности двух актеров по-настоящему слушать друг друга в кадре. Отдельно интересно распределение ролей внутри пары. Серкан не должен играть старшего мужчину, который все знает и объясняет героине жизнь. Sıla не должна превращаться в шумную девушку, существующую лишь для того, чтобы растопить его холодность. Обоим персонажам нужна собственная цель, только тогда путешествие получит настоящий конфликт. Формат мини-сериала дает преимущество. Историю не придется растягивать на десятки эпизодов, вводить случайных родственников и повторять одно недоразумение неделями. Короткий формат заставляет быстрее раскрывать героев и точнее выбирать сцены.
Риск тоже очевиден. Проект может оказаться слишком коротким, чтобы зритель успел привязаться к паре. Значит, напряжение должно появиться с первых минут. Я жду этот союз с осторожным интересом. Актеры сильные, идея визуально благодарная, страна предоставляет бесконечное количество натуры. Все решит одно: появится ли между этими элементами настоящая история. Но пока Сыла и Серкан только готовятся к своему путешествию, другой проект вошел в производство через куда более неприятную дверь. Главный актер покинул сериал буквально перед стартом съемок, и причина, по кулуарной информации, кроется в невыполненных договоренностях. Дальше история ухода Эмре Бея. Уход актера после нескольких сезонов – обычная новость. Уход до первой снятой серии – событие совсем другого порядка. Зрители еще не увидели героя, рекламная кампания толком не началась, а главного исполнителя уже приходится менять. Именно это произошло с проектом Эвелик Гюзелдер, по-русски «Брак». Это прекрасно. Факты такие. Эмре Бей должен был сыграть Синана. Подготовка шла, команда собиралась выходить на площадку, однако в последний момент актер отказался продолжать работу. По информации Берсен Алтунташ от 24 июля, причина в том, что первоначально обсуждавшиеся условия договора не были выполнены, а урегулировать вопрос сторонам не удалось. Роль Синана передали Берку Бакюглу, с которым создатели уже общались раньше. В состав также вошла Селин Сойден, она сыграет Мелик Йенер. Фраза «условия не были выполнены» мгновенно запускает фантазию. Деньги, количество съемочных дней, место имени в титрах, изменившийся сценарий. Подтвержденного ответа нет, и называть ситуацию громким скандалом тоже рано. Мы знаем только общий смысл. Первоначальная договоренность не была реализована так, как ожидалось, и актер покинул проект. Скажу прямо, подобные расставания выглядят неприятно, но часто оказываются лучшим решением для обеих сторон. Если серьезные разногласия возникли еще до начала съемок, дальше они вряд ли рассосались бы сами. Представьте обратный вариант. Актер выходит на площадку, конфликт тлеет, через несколько эпизодов взрывается. Герой уже на экране, зрители привыкли к лицу, сцены сняты, и вот тогда уход превращается в настоящую производственную катастрофу. Сейчас у команды хотя бы есть время перестроиться до премьеры. Теперь о человеке, которому досталась самая неблагодарная позиция в этой истории. Берка Бакюаглу будут оценивать не только как Синана, но и как срочную замену Эмре Бея. Даже те, кто еще не знает сюжета, начнут спрашивать, а первый выбор был бы сильнее. Это несправедливо, но неизбежно. Актеру придется быстро войти в состав и сделать так, чтобы через несколько серий публика перестала вспоминать предыдущую кандидатуру. История турецкого телевидения знает оба исхода. Иногда замена заканчивается неожиданным триумфом. Спустя годы зритель уже не представляет героя с другим лицом и забывает, что роль предназначалась кому-то еще. Иногда происходит обратное. В спешке берут удобного исполнителя, экранная пара не работает, а вокруг проекта годами звучит фраза «Вот если бы остался первый актер». Какой сценарий ждет брак, это прекрасно. Зависит от того, насколько Синан централен для истории. Если это главный мужчина проекта, замена затрагивает почти все. Отдельно про название. Турецкие сериалы любят почти ироничные имена, и брак это прекрасно, вполне может рассказывать о людях, которые каждый день получают доказательства обратного. Название обещает легкость, а внутри может оказаться история о разводах, остывших чувствах, страхе перед обязательствами и людях, которые хотят любви, но совершенно не умеют договариваться. Сочетание героев Синан и его коллега Мелик намекает на современную историю об отношениях, работе и семейных ожиданиях. Для самого Эмре уход не обязательно станет ударом по карьере. В индустрии решение не сниматься бывает не менее важным, чем согласие на роль. Публика оценивает такие ситуации слишком просто. Остался профессионал, ушел, подвел команду. Реальная работа устроена сложнее. Контракт существует именно для того, чтобы обе стороны понимали обязательства.
Когда договоренности меняются, артист имеет право решить, подходит ли ему новый вариант. Разумеется, у команды есть своя версия событий, и пока стороны молчат, назначать виновного бессмысленно. Меня в этой истории больше всего интересует скорость замены. Тот факт, что Сберком уже вели переговоры раньше, говорит о наличии запасного варианта, и его кандидатура не появилась за одну ночь. Возможно, выбор между двумя актерами был близким с самого начала, и тогда переход окажется менее болезненным, чем кажется со стороны. Первый тизер будем рассматривать особенно внимательно. Как выглядит Синан, есть ли химия с партнершей, чувствуется ли спешка? Ответа даст только премьера. А как считаете вы, честнее уйти до старта или доработать вопреки нарушенным договоренностям? Напишите свою позицию, этот спор интереснее, чем кажется. Один актер покидает проект еще до премьеры, а другой возвращается на экран настолько изменившимся, что поклонники пересматривают его новые фотографии по нескольку раз. 9 сброшенных килограммов – это то, что бросается в глаза. Но самое интересное во возвращении Дагукана Гюнгера совсем не внешность. Дагукан Гюнгер вернулся после военной службы на 9 килограммов легче, об этом актер рассказал сам. А новые фотографии мгновенно разошлись по турецким СМИ и социальным сетям. Публика немедленно начала обсуждать лицо, фигуру и то, насколько он изменился. Это понятно, после долгих лет в одном образе любое заметное обновление создает ощущение, будто перед нами другой человек. Но давайте не задерживаться на внешности. Новый карьерный этап актера намного интереснее потерянных килограммов. Дагукан получил главную роль в сериале «Хайсиет», который Сурич-фильм готовит для канала Д. Название ближе всего к словам «честь», «достоинство», «самоуважение», и каждый из них задает серьезный тон. Его героя зовут Мехмед, партнершей станет Мери Хастюрк в роли Симай. История столкнет людей из разных социальных миров и затронет любовь, семейную борьбу и классовые различия. В прессе проект описывают как современную семейную драму и сравнивают по атмосфере с «Листопадом». Мехмед происходит из семьи Карлова. Его родители – Немет и Садык. Симай принадлежит к более обеспеченному и влиятельному миру. Уже в этой конструкции заложен старый, но рабочий конфликт. Что происходит, когда любовь сталкивается не только с деньгами, но и с представлением человека о собственном достоинстве. Бедный герой в таких историях часто оказывается морально безупречным, а богатая семья – холодной и испорченной. Удобно, но примитивно. Настоящий конфликт начинается там, где обе стороны в чем-то правы, и каждая способна причинить боль. Мехмед может гордиться независимостью настолько, что начнет отвергать любую помощь. Симай может искренне любить его, но не понимать, почему привычный для нее жест воспринимается им как унижение. Семьи будут говорить о защите детей, хотя на деле станут защищать собственные страхи и положения. Как мужчина добавлю, достоинство и упрямство путают даже в реальной жизни. Человек заявляет, что защищает честь, хотя на самом деле боится признать слабость. Отказывается от помощи не потому, что справится сам, а потому, что не хочет чувствовать долг. Хороший сценарий обязан показать эту границу. Главная проверка ждет самого Дагукана. Сможет ли он заставить зрителей забыть Фатиха из клюквенного щербета? После нескольких лет в одном популярном образе актер невольно носит за собой багаж персонажа. Стоит герою повысить голос, и кто-то уже вспоминает старые сцены. Стоит ошибиться в отношениях, комментарии мгновенно сравнивают с прежней ролью. Разрушить эту связь можно не новой прической, а деталями игры. Мехмед должен иначе двигаться, говорить, слушать и реагировать на давление. Фатих жил внутри обеспеченной семьи и привык, что проблемы решаются фамилией и деньгами. Мехмед стоит на противоположной стороне и может воспринимать каждую уступку как угрозу гордости. У Мери Хастюрк задача не проще. Симай не должна быть просто красивой богатой девушкой, которая впервые увидела настоящую жизнь рядом с бедным мужчиной. Такой образ безнадежно устарел. Ей нужен собственный конфликт,
Семья, решающая за нее. Богатство, которое дает комфорт, но лишает права на выбор. Первая встреча с человеком, которого невозможно купить или подчинить привычными средствами. Состав у проекта серьезный. Керем Алышек, Реха Озджан, Нергис Астюрк, Элифджан Онгурлар, Гёкберк Йылдырым, Бурак Челик, Айч Варлыер и другие. Такой ансамбль говорит, что семейные линии не будут декоративными. Родители и родственники из двух миров получат собственные интересы. Это важно, потому что длинный сериал не способен держаться только на влюбленной паре. Моя позиция такая. Внешнее преображение помогает рекламной кампании, но сериал удержит зрителей только ролью. 9 килограммов можно обсудить за минуту. Новый герой должен быть интересен месяцами. Для Дагукана Хайсиет выглядит возможностью начать новый этап без оправданий за прошлое. Не обсуждать бесконечно, почему закончилась предыдущая работа, а выйти с сильной ролью и позволить публике судить по-настоящему. А вы верите, что увидите на экране Мехмета, а не повзрослевшего Фатиха? И вот любопытное совпадение. Дагукан начинает новую историю ровно в тот момент, когда сериал, сделавший его широко известным, готовится вернуться без него. Дата старта 5-го сезона уже названа, и вместе с ней имя нового мужчины, способного изменить весь баланс сил в клюквенном щербете. Фиксируем главное. 5-й сезон клюквенного щербета планируют начать 18 сентября 2026 года. Съемки должны возобновиться 25 августа. А к составу присоединяется Мурат Айген в роли персонажа по имени Лидер. Важная оговорка. Это производственный план, а не абсолютная гарантия. Телевизионный календарь умеет меняться, хотя именно этот вечер сейчас называют временем возвращения. Одного имени нового героя достаточно, чтобы поклонники начали строить десятки версий. Кто такой Лидер? С какой семьей он будет связан? Появится ли рядом с Квилджем? Подробности пока не раскрыты, но само имя звучит почти символически. Лидер – человек, привыкший управлять и влиять на других. Мурат Айген умеет играть мужчин с сильным присутствием, поэтому его вряд ли пригласили ради нескольких нейтральных сцен. 5-й сезон для долгоиграющего проекта – сложнейший рубеж. Первые годы клюквенный щербет держался на столкновении двух семей и разных представлений о жизни, религии, браке и свободе. Зрители узнавали в конфликтах знакомые ситуации, даже когда драма выкручивалась до предела, но любое противостояние со временем начинает повторяться. Герои уже много раз спорили о традициях, выборе детей, разводах и праве женщины решать свою судьбу. Новому сезону недостаточно снова посадить семьи за один стол и заставить их возмущаться друг другом. Нужна смена внутренней логики. Персонажи должны не только попадать в новые обстоятельства, но и помнить пережитое. Ничто не раздражает зрителя сильнее, чем герой, который 4 сезона учился на ошибках, а потом возвращается к поведению с первых серий, только потому, что сценаристам понадобился очередной конфликт. Аудитория у этого сериала взрослая и внимательная. Люди помнят старые обещания героев и сравнивают новые события с тем, что говорилось несколько сезонов назад. Уход Дагукана Гюнгера особенно заметен. Фатих был не просто членом состава. Он связывал несколько ключевых линий и часто становился причиной событий, затрагивающих обе семьи. Продолжение без него неизбежно меняет структуру сериала. У авторов есть варианты: сделать отсутствие Фатиха частью истории, перенести внимание на других мужчин, усилить женские линии или ввести нового героя на похожее драматическое место. Последний вариант самый опасный. Зритель мгновенно почувствует, если лидера используют как нового Фатиха. Повторить человека невозможно, лучше создать совсем иную силу. Мурат Айген способен привнести именно зрелость. Его герой может быть мужчиной, который не мечется между матерью и супругой, а сам становится источником власти, тогда конфликт перейдет на другой уровень. Вопрос в том, с кем его свяжут. Если лидер появится рядом с одной из главных женщин, история получит взрослую романтическую линию.
Если войдет через бизнес или семейные интересы, сериал получит нового соперника. Если окажется родственником, сценаристы откроют очередную дверь в прошлое. Пока любой вариант остается предположением. Чего жду лично я? Меньше сцен, где все кричат одновременно. Больше моментов, когда один разговор действительно меняет отношения. Громкость не равна напряжению. Иногда тихая фраза за семейным столом разрушает больше, чем 10-минутная ссора. Продюсерам нельзя рассчитывать только на силу бренда. Прежняя популярность не выдает бессрочную гарантию, и каждый Новый год сериал заново доказывает право оставаться в эфире. Задам вам вопрос, над которым стоит подумать до премьеры. Чего вы ждете больше? Возвращение любимых персонажей или появление новой силы, которая нарушит их привычную жизнь? Для меня интереснее второе, при условии, что новый герой принесет настоящую тему, а не еще один случайный треугольник. Следующий сериал тоже готовит заметную перестройку, но вокруг него успела сложиться серьезная путаница. По сети разошлась версия, будто один из героев исчезнет из истории на целых 13 серий. Реальность выглядит иначе, и разница огромная. Сейчас разберем, что на самом деле ждет второй сезон «Это море переполнится». Второй сезон сериала «Ташазак Буденис». В русском переводе «Это море переполнится». Готовит расширение семейной истории. Съемки планируются на сентябрь. В сюжет должна войти Эмри, тетя Адиля. А позднее ожидается появление сына Тимура Волкова, которого играет Джилиль Налчикан. Сразу обозначу статус информации. Это кулуарные сведения, а не полный официальный анонс, поэтому подаем их с соответствующей осторожностью. Сначала разберемся с главной путаницей вокруг Фатиха Фортуны. По сети разошлась версия, будто персонажа не будет во всех первых 13 сериях. Более точная информация говорит иначе. Фатих не появится в самом начале сезона, однако зрители должны увидеть его в пределах первых 13 эпизодов. Разница огромная. В первом варианте речь идет почти о половине сезона без героя, во втором – о подготовленном возвращении через несколько серий. Подобные ошибки особенно опасны для новостных роликов. Одна неверно понятая фраза меняет весь смысл, десятки страниц ее повторяют, а актеру приписывают уход, которого никто не объявлял. Правильная формулировка. Фатиха не стоит ждать в самом начале, но его линия не закрыта. Позднее появление может стать сильным сценарным ходом. Пока остальные герои переживают перемены, зритель периодически вспоминает отсутствующего персонажа. Обстановка меняется, новые люди занимают пространство, а затем Фатих возвращается в мир, который успел перестроиться без него. Важно только, чтобы ожидание было оправдано. Если герой просто войдет в дверь и продолжит прежнюю линию, задержка покажется искусственной. Возвращение должно принести события, информацию или новое положение персонажа. Теперь о новых лицах. Тетя в турецком семейном сериале редко приезжает только для того, чтобы спокойно пить чай и делиться добрыми воспоминаниями. Обычно она знает старую правду, помнит события, иначе и не считает нужным соблюдать молчание, которое годами устраивало остальных. Эмрия может раскрыть неизвестную сторону Адиля, возможно, между ними давняя обида. Возможно, она приезжает не ради примирения, а потому что ей что-то нужно. Подтвержденных деталей характера пока нет, поэтому не будем придумывать конфликт заранее, само родство уже дает авторам богатый материал. Сын Тимура Волкова выглядит еще более серьезным поворотом. Появление взрослого ребенка всегда меняет отношение к биографии героя. Где этот сын находился раньше? Кто его мать? Почему Тимур молчал? Если отношения теплые, почему герой отсутствовал? Если тяжелые, что произошло между ними? Ответы способны полностью изменить восприятие Тимура. Мне особенно интересны истории, где новый родственник не просто добавляется в состав, а заставляет пересмотреть уже знакомого человека. Жесткий герой оказывается виноватым отцом, одинокий – мужчиной, сознательно отказавшимся от семьи. Наследник также создает практические конфликты. Деньги
имущество, влияние, семейное имя, старые долги. Даже если молодой человек приезжает без плохих намерений, окружающие могут увидеть в нем угрозу. Особенно если в семье уже есть люди, рассчитывающие на место рядом с Тимуром. Семейная тайна может вызвать ссору. Вопрос наследия меняет будущее. Второй сезон вообще обязан ответить на главный вопрос: зачем история продолжается? Успешный первый сезон часто заканчивает основную эмоциональную дугу, а продолжение начинает судорожно искать новые тайны. Эмри, сын Тимура, и позднее возвращение Фатиха могут стать сильной конструкцией, если их свяжет одна тема. Прошлое возвращается и требует от героев ответственности. Если же каждый новый человек принесет отдельный конфликт, сериал рискует превратиться в переполненный дом, где родственники входят быстрее, чем зритель успевает запоминать имена. Само название «Это море переполнится» подсказывает образ. Чувства, обиды и секреты слишком долго удерживали внутри, и теперь они выходят наружу. Новый сезон должен показать последствия, а не просто добавить в историю еще больше воды. Кого ждете сильнее вы? Родственницу, знающую старые тайны, или наследника, способного изменить расстановку сил? Мне кажется, сын Тимура потенциально опаснее. Финальная новость нашего выпуска тоже связана с новым мужским героем, только проект находится в самом начале пути. Угур Гюнеш уже утвержден, место съемок известно, а вот имя женщины, которая встанет рядом с ним, остается главной загадкой турецкого телесезона. Угур Гюнеш возвращается в Адану, по крайней мере профессионально. Актер утвержден на главную роль в сериале «Адана Аязы». Проект готовит компания NT7 Media для телеканала Now. Режиссером назван Фарук Тибер, съемки пройдут в Адане, а главную актрису продолжают искать. Новость появилась 24 июля. Название можно перевести как «Холод Аданы» или «Аданский мороз». Официального русского варианта пока нет. Сочетание звучит почти противоречиво. Адана ассоциируется с жарой, солнцем, насыщенной кухней и темпераментом. Слово «ayaz» означает резкий, пронизывающий холод. Вероятно, речь не о погоде, а об атмосфере самой истории. Теплый город и холодные отношения, жаркое прошлое и человек, который научился ничего не чувствовать. Семья, внешне живущая ярко, но внутри давно замерзшая. Такое название сразу обещает драму. Угур Гюнеш хорошо подходит миру Аданы. Зрители помнят его по «Однажды в Чукурово», где регион был не просто декорацией. Земля, труд, богатые семьи, традиции и борьба за влияние определяли поведение героев. Именно здесь кроется главная опасность нового проекта. Сравнения неизбежны, и зритель может увидеть не нового персонажа, а знакомую вариацию прежнего образа. Создателям придется быстро показать отличия. Герой не должен быть еще одним суровым мужчиной, который молча смотрит вдаль и годами скрывает любовь. Угур способен на большее, чем повторение проверенной формулы. Название позволяет представить мужчину, чья холодность появилась не от природы. Возможно, он пережил предательство. Возможно, вернулся в родной город после долгого отсутствия. Или оказался внутри семейного конфликта, которого избегал много лет. Подробности сюжета пока не объявлены, поэтому эти варианты остаются предположениями. Самая важная нерешенная задача – выбор главной актрисы. Партнерша Угры не может быть просто красивым лицом на постере. Рядом с ним нужна женщина с сильной внутренней энергией, иначе мужской герой займет все пространство, а женская линия превратится в реакцию на его решение. Мне хотелось бы увидеть зрелую героиню, не обязательно старше, но человека с прожитой историей, собственными ошибками и способностью сопротивляться без истерики. Сильная женщина в турецкой драме, не та, которая постоянно кричит. Сила проявляется в момент, когда героиня спокойно отказывается подчиняться, хотя понимает последствия. Кастинг способен полностью изменить жанровое впечатление. С молодой романтической актрисой проект уйдет в историю запретной любви и разницы опыта. С известной драматической звездой получится борьба двух зрелых характеров.
С актрисой из легких сериалов создатели получат неожиданный контраст. Какой вариант сильнее? Для меня второй. Когда имя партнерши объявят, половина представления о сериале сложится мгновенно. Возраст, типаж и репутация актрисы подскажут, какую историю готовят создатели. А кого рядом с Угуром Гюнашем хотели бы увидеть вы, актрису, с которой он никогда не работал, или знакомую звезду, чью экранную силу зрители уже знают? И последнее про этот проект. Адана сама должна стать полноценным персонажем. Не несколько кадров с улицами, рынком и местной кухней, а город, который влияет на людей. Жара делает характеры резче. Семейные связи в региональной истории плотнее. Старые решения помнят дольше. Человек возвращается через много лет и обнаруживает, что город не забыл ни его фамилию, ни его поступки. В таком пространстве холод из названия становится особенно заметным. После «Однажды в Чукурово» публика знает, насколько убедителен угор в больших региональных драмах. Новый сериал должен не эксплуатировать эту память, а предложить следующий уровень. Копия прежнего успеха редко становится новым успехом. Вот и все 8 историй сегодняшнего выпуска, и все они об одном. Турецкое телевидение входит в новый сезон через большие перемены. В далекий город возвращается мужчина из прошлого Алия. Афра Сарачоглу пытается сохранить личную жизнь за пределами публичного спектакля. Сыла Тюркоглу и Серкан Чуэглу отправляются в экранное путешествие по Турции. Эмре Бей покидает проект до старта, а Берк Бокиоглу получает его роль. Дагукан Гюнгер начинает новый этап в Хайсиет. Клюквенный щербет назначает дату возвращения. Это море переполнится, перестраивает семейные линии, а Угур Гюнеш ждет объявления своей главной партнерши. Напишите в комментариях, какая из этих новостей зацепила вас сильнее всего. Хотели бы вы увидеть ревность Джихана из-за возвращения Энвера? Как относитесь к новым слухам вокруг Афры? И какая актриса могла бы составить действительно сильную пару Угуру Гюнешу? Подписывайтесь на канал Любовь и мечты, чтобы не пропустить новые выпуски о турецких сериалах и актерах. Поставьте лайк, если вам близка подача без выдуманных сенсаций, где мы отделяем подтвержденные факты от слухов и спокойно разбираем, что на самом деле происходит за красивыми заголовками. Спасибо, что были со мной до самого конца. Берегите себя, делитесь своим мнением и оставайтесь с каналом. Впереди еще много премьер, неожиданных возвращений и новостей, которые наверняка заставят нас поспорить.